С древних времен и вплоть до наших дней бесчисленные истории и легенды рассказывают о бесценных сокровищах со всего мира, потерянных без следа. Некоторые из них существуют лишь на словах, другие же не так давно были найдены и обнародованы. Но как бы там ни было, утраченные сокровища мира несчастливы, и многие из них имеют особое значение для истории. Гробница Чингисхана. Смерть Чингисхана окутана тайной. Великий хан умер летом 1227 года во время похода по верховьям Желтой реки Вэньчуань. Истинная причина его смерти остается неизвестной. Тайна, окружавшая смерть Чингисхана, породила так много домыслов, а позже вдохновила бесконечный поток апокрифических историй, которые едва ли можно отличить от чистого вымысла. Историки утверждают, что за много лет до своей смерти великий хан пожелал быть похороненным в безымянной могиле в горах Бурхан-Халдун в Монголе. После смерти великого монгола его тело было перевезено солдатами на родину, где он был похоронен согласно его просьбе без мавзолея, без храма, без надгробия. Согласно легендам, каждый солдат, участвовавший в погребении, был убит, чтобы сохранить место захоронения в тайне. Другие мифы утверждают, что преданные и верные ему люди выпустили 1000 лошадей в районе захоронения, чтобы как можно тщательнее скрыть любые признаки человеческой деятельности и вмешательства. Это место всегда держалось в строжайшем секрете, и даже после столетий исследований и раскопок оно и по сей день считается священным. Сокровища рыцарей-тамплиеров. Рыцари-тамплиеры были одним из первых и самых известных религиозных военных орденов в Европе, основанным в 1119 году. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы поддержать новое Иерусалимское королевство против мусульманских соседей и защитить христианских паломников, посещающих святые места. Со временем орден приобрел огромное влияние и богатство. Видя угрозу в лице тамплиеров, Филипп IV заручился поддержкой папы, чтобы справиться с ними. В 1307 году он арестовал самых влиятельных рыцарей и разгромил их казну. Однако она оказалась пустой. Что такое сокровище тамплиеров и где оно спрятано, остается загадкой, которая очаровывает мир на протяжении 7 веков. Библиотека московских царей. Считается, что она содержала обширную коллекцию текстов, написанных как на древнегреческом, так и на других языках. Эта библиотека была собрана правителями Великого княжества Московского по времени около 1518 года. Иван Грозный, живший между 1530 и 1584 годами, якобы спрятал ценнейшие тексты из этой обширной библиотеки, и с тех пор была предпринята не одна попытка выяснить местонахождение этих бесценных книг. Она также известна как Золотая библиотека русских царей или библиотека Ивана Грозного. Очень активные поиски велись в конце 1980-х годов, но ничего обнаружено не было. Многие историки сходятся во мнении, что эта библиотека, скорее всего, миф. Янтарная комната. Символ как русских, так и немецких шедевров, янтарная комната была гордостью и радостью дома Романовых. Она таинственно исчезла во время Второй мировой войны и по сей день остается ненайденной. И пока русские мастеры и ученые воссоздают это удивительное место в 21 веке, местонахождение оригинальной янтарной комнаты продолжает вызывать споры среди энтузиастов. Петр Великий, первый русский император, правивший с 1682 по 1721 год, известен своей любовью к диковинкам. Его коллекция необычных и уникальных предметов, или так называемая кунсткамера, комната, полная исключительных вещей от минералов до деформированных человеческих эмбрионов, продолжает экспонироваться в Петербурге. Даже во времена Петра каждый монарх в Европе знал, что нет лучшего способа угодить могущественному русскому царю, чем сделать ему необыкновенный подарок. Именно так поступил Фридрих Вильгельм Прусский, когда хотел завоевать расположение Петра. В 1716 году он подарил русскому императору комнату, спроектированную лучшими прусскими архитекторами эпохи барокко, и скульптуры, украшенные янтарем и золотом. Это была знаменитая янтарная комната, которую позже назвали «Восьмым чудом света» за ее потрясающую красоту. Во время правления Адольфа Гитлера Германия официально объявила, что многие произведения искусства прошлых веков, включая комнату, были украдены немецким народом. По словам Альфреда Роди, немецкого искусствоведа, который якобы заботился о янтарной комнате после того, как она была украдена, она пережила даже тяжелые бомбардировки Кенигсберга в 1944 году, где она якобы хранилась. Однако советские войска, захватив город, так и не нашли ее следов. Ковчег Завета. Согласно еврейской Библии, Ковчег Завета представлял собой сундук со скрижалями с выгравированными на них 10 заповедями. Интерес представляет некий механизм разрушительной силы, который охранял то, что было внутри. Этот предмет хранился в Иерусалимском храме, построенном царем Соломоном, в Древнем Израиле. Храм был разрушен в 587 году до нашей эры, когда царь Навуходоносор II и армия Древнего Вавилона завоевали Иерусалим и разграбили город. Ковчег Завета исчез в этот момент, и с тех пор как его существование, так и его местонахождение были источником спекуляций. Это привело к тому, что он стал легендой и частью самых таинственных потерянных сокровищ в истории. Яйца Фаберже для семьи Романовых.
Петр Карл Фаберже был русским ювелиром французского происхождения. Он известен исключительным качеством и красотой своих работ и особенно популярными яйцами Фаберже. Царская традиция коллекционирования яиц Фаберже началась с царя Александра III, который в 1885 году заказал декоративное пасхальное яйцо из мастерской Фаберже в подарок своей жене, императрице Марии Федоровне. Получив подарок, Мария Федоровна увидела обыкновенное яйцо, сделанное из белого золота. Но император приготовил в яйце несколько сюрпризов. Открыв его, она обнаружила золотистый желток. Подобно русской матрешке, яйцо было полно сюрпризов, желток раскрывался, являя взору золотую курицу с рубиновыми глазами. Внутри золотой курицы была миниатюрная копия императорской короны из золота и бриллиантов, а также маленький рубин, который императрица носила на цепочке на шее. Это оригинальное яйцо осталось в истории под названием курица. С этого дня корона обязывала Фаберже делать одно яйцо в год для Александра III вплоть до его смерти. Эту традицию продолжил его преемник Николай II, который в общей сложности заказал еще 44 яйца. Точное количество яиц остается неизвестным, так как некоторые из них были сделаны для других богатых русских семей. Считается, что всего их было около 70, но тайна здесь заключается в том, что 8 королевских яиц пропали. Каждое из уцелевших яиц Фаберже стоит миллионы долларов, а значит, пропавшие будут стоить еще больше. Драгоценности короля Иоанна. Король Англии Иоанн, 1166-1216, любил собирать драгоценности и золотые пластины, и его коллекция была неизмерима. В 1216 году король отправился в Лин в Норфолке в районе, метко названном Болото, потому что он состоял из обширных областей опасных болот. Там король заболел дизентерией и решил вернуться в замок Ньюарк для лечения. Конечно, он выбрал безопасный путь, хотя и более медленный, но его солдаты и повозки, полные драгоценностей, личных вещей и даже корон, унаследованных от его бабушки, императрицы Германии, выбрали короткий и опасный путь через болото. Там они и исчезли. Его карета с сокровищами была потеряна и больше никогда не была найдена. Сам король Иоанн умер несколько дней спустя, положив конец этой истории. Если вдуматься, сокровище короля Иоанна часто считается самым большим королевским сокровищем в истории. Было ли оно действительно утеряно в болотах или же украдено его собственными родственниками, до сих пор остается загадкой. Затерянный голландец. Наверняка многие слышали о шахте «Затерянный голландец», расположенной в горах Суеверия близ Финикса, штат Аризона. Потерянный голландский рудник – это якобы золотой рудник, найденный могущественной мексиканской семьей в начале 1800-х годов. В течение многих лет они добывали столько золота, сколько могли, держа это в секрете, пока их последняя экспедиция не закончилась смертью почти всей семьи, убитой апачами в этом регионе. Последним человеком, который якобы видел шахту, был немецкий иммигрант Якоб Вальцер, который нашел ее в конце 1800-х годов вместе со своим партнером и спрятал часть золота где-то в горах. До своей смерти в 1891 году он описывал расположение шахты только одному человеку, своему соседу, который ухаживал за ним в последние дни. Тем не менее, многие безуспешно пытались найти его. На самом деле, этот район и само сокровище в настоящее время считаются проклятыми, так как многие, кто пытался найти их в прошлом, никогда больше не возвращались. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.